12:58 1 декабря одному из заключенных стало плохо. Он начал из последних сил долбить в дверь, требуя помощи от полицейских. Махал в камеру руками, однако полицейские не приходили. Человек вернулся в комнату, лег, и после этого он уже в сознание не приходил. Я тут же вызвал скорую помощь, подал письменное обращение параллельно, как только смог это сделать. В это же время объяснил на скорой помощи, что человек в центре задержания находится, здесь полицейские работают, и здесь обязаны быть медицинские сотрудники. Поэтому срочно, прямо сейчас, нужно приехать, оказать человеку помощь. У него он принимает ежедневно инсулин короткого действия, очевидно, у него диабет второго типа. Эти предположения я прошу подтвердить или опровергнуть сотрудниками квалифицированными, которые в срочном порядке должны сейчас явиться сюда. Полиция отказывается оказывать помощь этому пациенту, просто игнорируя все его жалобы, которые сейчас он кричит, там, долбит в дверь, долбил точнее, пока силы у него были. А сейчас он лежит просто без сознания в своей комнате. А полиция до сих пор не пришла. Просьба позвонить полиции и сами быстро едьте сюда. Буквально через минуту забежали 4 полицейских, начали кричать, где пациент, кто такой, кто звонил. Я вышел из комнаты, я их зажал в коридоре, сказал, идите вон направо, и там кровать тоже направо. Без сознания человек, срочно медицинская помощь нужна. Где врачи? Вы врачи? Но я же знаю, что они не врачи. Эти 4 полицейских забежали в эту комнату, за ними еще 4 прибежали, 8 человек столпились, как будто бы они прибежали, как будто бы на вызов о конфликте. Но они здесь не нужны со своей силой. Здесь нужны профессионалы-медики, я это объяснила. В итоге прибежали, 4 начали в комнату спрашивать пациента, а 4 снаружи охранять, как будто бы. Я полицейским говорю, вы видите, человек без сознания. Вы сейчас, если будете пытаться забудиться, вы не добудетесь. Поэтому я прошу вас времени не терять. Прямо сейчас нужно срочно организовать явку туда врача с медицинским оборудованием для того, чтобы померить уровень глюкозы и при необходимости срочно поднять уровень до нужных цифр. Либо, если это гипергликемия, срочно снизить. У пациента здесь нет ни глюкометра, ни инсулина, ничего вообще нет. Он уже находится, полицейские даже не знали, сколько дней находится этот человек, а я узнал информацию, она не точная, но от заключенных, потому что мне заключенные вообще-то указали, что человек буянит, бьет в дверь, Сергей, что такое. Заключенные сами, его же друганы, арабы, сказали, что-то ненормально с ним. Вообще обычно он спокойный. Я увидел, действительно, он буянит и бьет в дверь в начале всего, 19:58. И я понял, что что-то нехорошо с ним. Я спросил у его друзей, он ненормальный физически, с головой? Они говорят, нет, с головой нормально, но у него диабет. И потом, когда человек пошел мимо меня, я увидел, что у него бледные губы, сухой язык и глаза затуманены. Я вижу, что он действительно под действием, как следствие гипогликемического криза. И вот эти внешние симптомы, которые я увидел за секунды, дали мне основания вызывать скорую помощь, требовать оказания срочной помощи человеку. Когда полицейские пришли, я начал рассказывать, 4, потом еще 4, 8, они вообще не понимают ничего в медицине. Я им говорю, вы понимаете, что такое гипогликемический криз? Вы знаете, что это опасность для жизни? Они, не, мы не знаем. А один говорит, у меня у родственника диабет, я все знаю. Я говорю, вы врач? Что вы все знаете? Вы понимаете, что надо срочно спасать человека? Они начали говорить, да, он спит, все хорошо, пытались его добудиться, он не может даже глаз открыть, он ничего не отвечает им даже в ответ. Просто молча лежит, как будто спит. Заключенный рядом, пожилой такой асоциального типа, говорит, да оставьте вы его, он отдыхает. Я ему говорю, ты помолчи, ты не разбираешься в этом, помолчи, не мешай полицейским. А полицейский продолжает говорить, вы видите, он с вами вообще не контактирует. И со мной не контактирует. Вы понимаете, что это ненормально? Он не притворяется, смотрите, он не улыбается, он реально без сознания находится. А знаете почему? Они, почему? Я говорю, я вам только что объяснил, почему. Низкий уровень глюкозы вызывает такое состояние. При неоказании помощи смерть вызывает, вы должны это понимать. Срочно, повторяю, врача. Срочно. Либо у вас во Франции принято папьер, это оказывать экстренную помощь, пускай они придут. В итоге, спустя, наверное, минут 8, наверное, эти 4 снаружи, которые стоят, тоже слушают, приходят на помощь своим полицейским, говорят, все хорошо, мы уходим.
Он просто спит, хочет отдыхать. И закутали его в одеяло, накрыли с головой и собрались идти. Я говорю, вы что, совсем что ли? Я здесь буду стоять и фиксировать, как вы отказываете ему помощи. Они остались, не стали уходить. И тут барасы начали что-то там звонить кому-то. И тут приходят через буквально несколько минут 3 сотрудника в форме помпье. Ну, то есть там какая форма? Темно-синяя с эмблемами. И по оборудованию, которое у них в руках, у всех 3, я понял, что это какие-то парамедики, то есть близко к медикам. То есть более близко для оказания помощи, чем полицейские. В итоге они зашли туда, увидели человека без сознания и сказали, пускай всех выведут. В итоге его соседа и меня, и других друзей этого пациента попросили выйти из комнаты. Ну, вышли, конечно. И я, чтобы не смущать полицейских, потому что все полицейские смотрят там на меня волком, как будто это я виноват, что человеку, кризис у человека появился. Я зашел к себе в комнату и периодически выглядывал из комнаты, давая понять, что я смотрю за всем. После этого в 20:41 полиция ушла. Я спросил у заключенных, а помпье где? Сначала мне заключенные сказали, что помпье там остались. А потом, когда через 6 минут я выглянул, я спросил, помпье все там же? Другой заключенный сказал, нет, помпье ушли с полицейскими. То есть я полагаю, в 20:41 полицейские вместе с помпье покинули отделение. Я вошел в эту палату, увидел, что человек так же, как лежал, так и лежит без сознания. Я спросил у заключенных, а вы знаете, что с ним делали? Ну, хотя я знаю, что они не присутствовали, потому что всех выгоняли. Полицейские колдовали, помпье колдовали там, ну, без свидетелей. Ну, это правильно с медицинской точки зрения, конечно. В итоге мне заключенный сообщил, Альмазик, ему поставили в вену какой-то укол для того, чтобы он уснул. Ну, я понимаю, зачем человеку спать, если он и так без сознания. Ну, Альмазик не врач, и ему никто не скажет по-настоящему, что делали с пациентом. Таким образом, я надеюсь, что помпье померили уровень глюкозы, довели его до нужной цифры, но от того, что человек продолжает находиться в бессознательном состоянии, я не знаю, какой объем помощи ему оказали помпье и оказали ли, я продолжаю быть в неведении, что с человеком. Потому что я же в статусе заключенного здесь нахожусь, а не в статусе врача. У меня нет доступа к медицинским документам. Я не могу узнать, какие уровни показателей глюкозы, например, у него. Вот от такого незнания я, конечно, волнуюсь немножечко от незнания, будучи врачом. Таким образом, в этой случае мы убедились, что в случае срочной необходимости сотрудники центра КРА-Марсея не приходят на помощь людям. Это у нас было с этим пациентом, а ранее, 17 ноября, аналогичная ситуация случилась с другим пациентом, Джибрилом, у которого, с его слов, была рвота кровью. Я его обнаружил в полубессознательном состоянии около той же двери полицейских, куда он пытался дойти, чтобы вызвать полицейских на помощь, но не смог из-за обессиливания и потери сознания это сделать. То есть это системная практика. В центре просто, на мой взгляд, как я наблюдаю все время, которое здесь пребываю, здесь создается угроза жизни людям. При возникновении срочной ситуации сотрудники не придут на помощь. Вот вам пример. Это медицинские показания. А если начнется драка какая-то, здесь преступников 80%, на мой взгляд. Никто не придет на помощь. Видеокамеры везде есть, они работают в круглосуточном режиме. По ним должны приходить сотрудники на помощь жертвам. Однако никто не приходит. Непонятно, зачем государство потратило средства на оборудование вот этих помещений для заключения людей, если ничего не работает абсолютно. В России такая ситуация. Ничего не работает. Все для галочки, для формальности. Я буду наблюдать за этим пациентом, и завтра утром я на завтрак посмотрю, выйдет ли он на завтрак и какое его состояние. И очевидно, я как врач понимаю, что человека с диабетом нельзя оставлять без наблюдения, без глюкометра, без инсулина короткого действия, который он получает ежедневно. А он получает его ежедневно, так как мне сообщили его друзья. Почему друзья? Да потому что пациент уже не мог разговаривать из-за отсутствия сил и постепенного ухода
И вообще, наблюдая вот эту ситуацию, я поражаюсь, как возможно в демократическом государстве так подвергать опасности жизнь человека. Уму непостижимо. Я даже в России с этим не встречался. Хотя мы знаем, что в России много ошибок на уровне руководства, там, учреждений разных. Но все же люди думают, что Франция, Европа – это верх всего, верх правосудия, верх демократии, ну и в порядке все с медициной. Но что мы здесь видим-то? Вот уже второй эпизод со мной. А раньше я фиксировал эпизоды. Человеку с эпиприпадком в тюрьме ГРАС. Все одинаково. Никакой помощи не оказывается. Люди на произвол судьбы. В тюрьме ГРАС сидел с кровавым лицом. Я ему зажимал пальцами. Полицейские через ограду стояли, боялись войти на территорию, потому что там 60 человек прогуливали, заключенных, среди которых я был. То есть люди боятся за свою жизнь, человеку помощь не оказывают. Не люди, а должностные лица, сотрудники тюрьмы. Здесь то же самое. Человек без сознания, полицейские неграмотные, вообще нулевые в медицинском плане. Видят, не могут его добудиться, говорят, он просто крепко спит. Он просто крепко спит. Это ребенку, я думаю, что ребенку будет понятно, если не может разбудить человека, другой человек, значит, с этим человеком что-то в беспорядке. Раз он настолько сильно спит, что не может пробудиться, очевидно, он не спит, с ним проблемы какие-то. Но полицейским почему-то это не ясно. Я их пальцем тыкаю, носом прям тыкаю в это. Смотрите, вы уже сколько попыток сделали, вместо того, чтобы начать помощь оказывать, вы что детский сад устраиваете? Зачем вы его пытаетесь разбудить, если он не разбудит? Я вам говорю, он в кризе находится сейчас. Вы его не добудете, это невозможно будет сделать. Поэтому врачебная помощь нужна. И то, что вот у одного из ваших коллег родственник с диабетом, это не означает, что он компетентен в диагнозе диабета. Чтобы знать диагноз диабет, симптомы, последствия, спектр лечения, нужно высшее образование медицинское получать. Нужно быть врачом, а не полицейским с центра КРА Марсея. Вы это должны понимать. В итоге, когда приехали помпье, они там колдовали ориентировочно с 20:20 до 20:41. То есть 21 минуту находились в помпье. Если бы было так, как говорят полиции, он спит, все хорошо с ним. Помпье бы вошли туда и вышли бы через минуту. Потому что человек просто спит. Ну, разбудили бы и все. Но мы-то знаем, что это не так. И они там 21 минуту находились втроем, с оборудованием, с 3 сумками у каждого. Значит, парень Хамза Салами находится в центре КРА Марсей около недели. Мы никто не знали, что с ним происходило, с этим парнем, за закрытыми дверями. И никто нам об этом не рассказал. И вот только сейчас, 3 декабря, в 16 часов, этот парень лучше стал себя чувствовать, пришел ко мне и рассказал, что с ним происходило. Оказывается, помпье крикнули уходить, потому что они сразу поняли, что мои опасения подтверждаются сразу же, с первого взгляда. Они выгнали всех для того, чтобы проводить непрямой массаж сердца этому пациенту, потому что он умирал. Они начали оживлять его сердце. Причем я у мальчика опросил, мелкая недоработка, они это делали прямо на кровати. А у нас матрас высотой 10 сантиметров. Его нужно было бы на пол спустить срочно, вот одним движением руки. Однако, наверное, помпье настолько неожиданно им это было все, что, может быть, и до такой мелочи они не догадались даже, торопясь быстрее оказать помощь человеку. Ну ладно, хотя бы так. В итоге пацан рассказывает, что ему делали вот этот вот непрямой массаж сердца, и потом выводили язык, то есть нижнюю челюсть выводили. Он показывал жестами, но я могу это рассказать вот медицинскими терминами. Ему проводились реанимационные мероприятия в объеме непрямого массажа сердца, и у него западал язык, потому что организм отключился уже. И чтобы не было удушения от западающего языка, ему выводили нижнюю челюсть, в области углов нижней челюсти. И пациент, который постепенно приходил в себя, возвращаясь на этот свет, он почувствовал вот это вот давки на грудь, ему тяжело было, потому что дышать, когда он начал приходить в себя. И вот эта боль от того, что ему челюсть выводит. И он это запомнил, и вот сейчас мне только что рассказал. Затем, оказывается, его увезли не в медицинский пункт центра ретенсион, как полицейские всем рассказывали,
И заключенные мне все рассказывают, что его увезли в медпункт наш вот здесь в тюрьме. А он мне рассказал, оказывается, его увезли в госпиталь, в гражданский, который на севере где-то там находится. И там его держали, я полагаю, в реанимационном отделении он там находился в течение 5 часов. 5 часов, это он сказал, 5 часов его там держали, наблюдали, лечили. После этого оттуда его вернули обратно в этот центр. И после этого его начали наблюдать, вот сегодня, например, вчера его не наблюдали, он продолжает голодать, ему сахара не делали, анализы сахара. И под действием наших новых жалоб ассоциации, с указанием незаконности действий, с требованием префект, директор, чтобы приняли меры, это угрожающее жизни человека состояние не купируется средствами тюрьмы. Ни медики тюрьмы, ни полицейские не купируют вот этот криз у этого пациента. И вот под действием этих жалоб его только сегодня, 3 декабря, начали регулярно вызывать для мониторинга уровня сахара в крови. Сейчас парень стал лучше себя чувствовать. Раньше он даже абсолютно не понимал обращенную речь, он не мог выразиться четко, он буквы не мог писать. Я ему прошу написать букву «Т», он вместо этого пишет и тыкает ручкой и не может понять, как исправить «И» на «Т». Вот до такой степени человек был под действием вот этого вот повышенного, как я полагаю, уровня сахара. Вот поэтому его мистические функции были кратно снижены. Об этом я также указываю всем сотрудникам. Требую его динамического наблюдения, лечения и перевода в госпиталь для качественного оказания ему медицинской помощи. Потом этот парень говорит, я вот то, что со мной происходило, реанимационные мероприятия, что я чуть не умер, я сегодня только смог рассказать родственникам, потому что только сейчас нормально стал говорить. Я говорю, и что они делают? Он говорит, женщины плачут, а брат просто молчит. Я говорю, ну какая-то реакция последовала, что-то они будут пытаться помочь тебе. Он говорит, они не знают, как мне помочь, они готовы это сделать, но они пока не знают, что делать даже. Вот так.